Приветствую! Вы на канале Realistic PES. Давненько мы с вами не смотрели на различного рода патчи для PES 2021. Поскольку eFootball продолжает нас кормить дерьмом, остается играть в предыдущую часть PES. И сегодня я расскажу вам о парочке модификаций, которые разнообразят вашу игру и сделают куда интереснее и лучше, нежели она была до этого. Здесь будет место как геймплейным патчам, так и графическим, но обо всем по порядку. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте про лайк под этим роликом, ну и подписывайтесь, если находитесь здесь впервые. Итак, первый патч, который мы сегодня рассмотрим, это графический патч, который немножко меняет освещение в игре, но тем не менее за счет этого придает ей особенный вид. То есть теперь футболисты выглядят чуть более реалистичнее, да и свет падает на них намного приятнее. В принципе, вы можете наблюдать сравнение на этом изображении. После этого изображения вы наблюдаете перед собой геймплейные кадры, и я думаю, что вы заметили, что немножко картинка изменилась. Это крайне заметно в редакторе и отчетливо виднеется во время матчей. Конечно, на некоторых стадионах оно выглядит совсем неестественно, но это проблема не столько этого дополнения, сколько самих стадионов и установленного на них освещения. Но согласитесь, что эта модификация того стоит, и игра стала выглядеть намного приятнее и намного лучше. Ссылка, как всегда, будет в описании под этим роликом. Чтобы установить эту модификацию, много времени не нужно. Всего лишь что перенесите папку с данным дополнением в вашу папку LiveCPK, после чего откройте файл cider.ini и впишите следующую строчку в него, после чего модификация установлена. В подобного рода роликах мы не обходимся без рассмотрения соответствующих геймплейных патчей, которые так или иначе, но разнообразят игровой процесс, где-то делая его чуть лучше, где-то чуть сложнее, ну и так далее. Я думаю сделать отдельный ролик с рассмотрением всех геймплейных патчей, которые актуальны на данный момент, но это отдельный разговор. Геймплейный мод, который мы рассмотрим сегодня, именуется не иначе как Host Gameplay Limitless Enjoyment. Да, название не замысловато, но тем не менее геймплей очень даже интересный. Я не скажу, что это самый идеальный геймплей, но как минимум его интересно будет заценить, потому что он вносит разнообразие. За счет чего? За счет того, что передачи теперь несколько непредсказуемее. Иногда футболисты, отдавая сильную передачу, не всегда могут ее принять, и от них отскакивает мяч как от дерева. Более того, игроки стали двигаться намного интереснее и также непредсказуемее. Да и в целом уровень сопротивления с этим геймплеем действует как вот на американских горках. То соперник против вас обороняется чуть ли не всем составом, а потом допускает какие-то промежутки между футболистами. Однако не без заметных минусов. Как я и говорил ранее, иногда от футболистов мяч отскакивает как от дерева, и это происходит не всегда при сильных передачах, а и при слабых передачах тоже. Также иногда проскакивают какие-то непонятные анимации, которые, не совсем свойственны для обычной 21-й пески, поэтому это тоже как-то не очень. И подобные моменты не позволяют назвать его идеальным и рекомендовать на полноценной основе, а как заценить, просто посмотреть, что он из себя представляет, почему бы и нет. Все, что вам понадобится для установки этого геймплейного патча, так это просто заменить один файл в папке Data. Его вы наблюдаете на своем экране, но прежде чем его заменить, не забудьте сделать бэкап, потому что если он вам не понравится, за счет бэкапа вы вернете предыдущую версию геймплея. Ну и последняя модификация, которую мы рассмотрим, а точнее модификации, направлены на разнообразие игрового процесса в Мастер-лиге. Хотя, как сказать, разнообразие, просто привнесут небольшие краски, назовем это так. Этот патч добавляет графику для вашего любимого клуба в Мастер-лигу. Если вы играете за какой-то европейский клуб и вам хочется соответствующей графики в виде задника во время интервью, тренировочных комплектов для вашей команды и прочих моментов, то этот патч как раз таки для вас. Он добавляет всю эту графику для ваших любимых клубов. Смотрится это все естественно и очень даже прикольно, поэтому почему бы и нет. Так же, как и вместе с другими патчами, ссылки на эти модификации также будут в описании, но это будет представлять из себя сборник, потому что для каждого клуба отдельные файлы, поэтому я постараюсь их собрать в одну кучу, все имеющиеся, так сказать. Для установки вам понадобится выбрать ваш любимый клуб, чью графику вы хотите добавить в игру, после чего выбираем соответствующий архив. Выкидываем из этого архива две папки в вашу папку PES 2021, после чего прописываем следующую строчку в сайдере in. Если вы захотите изменить графику или вовсе ее удалить, просто удалите эту строчку из сайдера in, и в принципе этого будет достаточно.
Ну а на этом патчи, которые могли бы разнообразить вашу PES 2021, у нас подходит к концу. Я надеюсь, что этот ролик так или иначе оказался полезным для вас, а если не полезным, то как минимум интересным. И если это так, то не забудьте поддержать его своим большим пальцем вверх, подписка на канал, если находитесь здесь впервые, ну и в комментариях делитесь своим мнением насчет увиденного. Играете ли вы в 21 песку до сих пор? У меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность. Желаю вам всем удачи с установкой и, соответственно, приятной игры. Всем пока, дорогие друзья.